Всем привет! Продолжаем проходить Зельду. Значит, предыдущую территорию я все обошел. Сейчас будем исследовать горы. Вот тут я 3 интересных вроде как метки поставил. Мы сейчас по ним и пойдем. Посмотрим, что там можно будет найти интересно. И потом будем открывать вот эту большую территорию. Там будет сюжетный босс. Ну ладно, это все дело потом. Давай мы для начала пойдем на фиолетово. Так, это получается у нас примерно вот в эту сторону, да? Ну давай. Надеюсь, у меня стамины хватит. В принципе, даже можно прыгнуть, да? Быстрее доберемся. Так, еще нужно будет следить за температурой. Одежда есть. Тут постоянно погода меняется, я заметил. Так. Получается, куда-то сюда надо лезть. Давай-ка, наверное, по меньшему сопротивлению пойдем. А то что-то высоковато, по-моему, гора. Вот это можно, в принципе, разбить. Тут какие-то, может быть, и есть драгоценные камни. Каменная соль. Ну, такое себе. О, хоть янтарь. Так, ладно, полезли. Чик, чик. Вот эта башня, это что у нас за территория? Ну, это, скорее всего, вот она здесь. Да. Ладно, я понял. Там тоже придется по горам шакалить очень много. Да. Какое себе удовольствие по горам тут шастать. Как правило, тут ничего в них нету. Так, температура упала. Чтобы здоровье не терять, давай шмотки теплые наденем. Все. Теплые вещи дали вот здесь. Вот в этой деревне. Надо было там птицу завалить и все такое, помочь другим жителям. Дали вещи теплые. Теперь можно прям, не боясь, под лютую стужу ходить, и ничего тебе за это не будет. Давай выше. Так, ну я понял так-то, что мне прям вот на ту гору. Да? Ну плюс-минус надо, по идее, бы можно вот так вот обойти. По левой стороне. И чуть ниже придется даже спускаться. Давай попробуем. Тут что как-то я больно люто вверх поднимаюсь. Просто может стамина не хватить на все вот это вот излишество. Кстати, вот можно туда вот пещеру сходить. Я не знаю, что это. Давай посмотрим. Это ж пещера, да? Да, пещера. Мне осталось еще 3 сферы духа собрать, и можно будет дважды качнуться. Ну, одно на сердце добавить, и одно на стамину сразу же. Так, у нас заваленный проход, да? Никто не нападает, все нормально? Ну, окей. Давай разобьем это дело. Так, мне, наверное, близко. Поближе надо подойти. Так. О. Серьезно, минус 1 камень. Ну, давай оттащим его. Второй я могу вытащить? Ну, надо подальше. Там еще 1 камень. Странно это все. Давай поближе подтолкнем. Вот так. Вообще 0 эмоций. Да, давай так попробуем. Придадим ему усиление камня. Внутрь он зашел лучше. И что тут есть? Оу.
Сколько вкусняшек-то. Давай. Золотой лук. Лук Геруда с великолепно украшенными плечами. Используется для охоты и на войне. Позволяет целиться и стрелять с большого расстояния. Так. Ну, тогда мы разбитый лук, естественно, выбрасываем. А лук Геруда он уже подобрал. Ну ладно. Щит солнца. Щит солнца. Но у меня уже такой есть. Давай на тридцатник этот выкинем. И возьмем получше щит. Что это за у нас... Тихо. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Копье Геруда. Но оно слабенькое. Можно с копье стража выбросить, а копье Геруда взять, да? 16. Но я особо не приобрел, кстати. Единственное, что копьем стражи можно стражей самих лучше убивать. Угу, центр тяжести к острию, поэтому... Ну, такое себе. Среднячок, короче. Клинок. Так, вот этот клинок хороший, у него урон на 50. Да давай, наверное, копье это и выкинем. Что делать? Слушай, два вот таких, да? Два больших двуручника, чем одно копье. Сабля лунного света. Меч этот тоже хороший, он потому что дебафы по морозу делает. Давай посмотрим, что это за сабля. 25. Такое себе. Ну ладно. Разницы, в принципе, между ними никакой. Опал, хорошо. $300 монеток. Хорошо. Взрывная стрела, отлично. Вот взрывные стрелы это дело хорошее. Они прям нужны. Любого врага, по идее, можно вот с помощью такой стрелы и хорошего лука вообще на раз завалить. Боссы, не боссы, разницы никак. Главное, чтобы у него сопротивления не было к огненному урону. В принципе, он никаких проблем не вызовет. Так. Угу. Ну, давай попробуем вот так вот по краешку обойти. Че орешь? Волки тоже иногда нападают, но не часто. Тихо. Что это за цветок? Прыть-фиалка. Цветок полон энергии, ну понятно. В общем, из него можно какие-нибудь зелья делать и подобные вещи. Да ладно, ты не бзди. Короче, сейчас попробуем вот так вот обойти. Блин, я ниже спускаюсь. Хотя... Давай попробуем вот так вот даже зацепить вот эту. Вот отсюда прям зайти. Бежать тут недалеко. Но достать можно вроде как. Вот эти вот две территории, вот эти вот это вот и вот это вот. Лошадь на ней просто бесполезна. Ну, ты ничего не сделаешь, ты постоянно по горам шастаешь. Лошадь тут вообще не пригодится. К сожалению. Поэтому только пешочком можно будет обойти и... Ну, в принципе, зато повнимательнее рассмотришь все. С одной стороны-то. Давай-ка вот сюда поднимемся. Что-то как-то тут подозрительно. Может, короки какие-нибудь есть? Нет? Никого. Так, и мы обратно идем, получается, с пустынного биома в горах. Мы идем в зимний биом.
Скорее всего, будем перемещаться прямо вот к тем елкам. Что за поселение? Ладно. Так, давай посмотрим, что это такое. Тут кто-то живет или что, на стенках прям? Так. Если туда прям в дырку падать, тогда ты, получается, попадаешь на эту территорию, но мы ее будем исследовать позже. Там у нас и святилища много, и всего остального. Ну, короче, я не буду торопиться. Я пока туда не полезу. Рановато. Вот святилище поблизости. Ну, я туда и иду на фиолетовый значок. Эти шмотки, в принципе, неплохие, которые тебя греют, но качать, я думаю, их не обязательно. Это если только в зимнем бионе с кем-то драться, тогда, может быть, на это рассчитывать. Так, не принципиально. Давай, иди сюда. Я не знаю, стоит ли за ним бежать. Может, он сам поднимется? Бля, там второй. Его заглючило. О, разглючило теперь. Не, он даже сам подняться не может. Да ну. Пускай он там тусуется. И никто не заставлял его падать. Кошку бы какую-нибудь не мешало, или, блин, более залетное какое-нибудь устройство, я не знаю. Так, у нас тут два товарища прыгают. Угу. Но они ледяные маги. Слушай, мне прям получается прям туда. Блин, печалька. Не хотелось бы с двумя магами одновременно сражаться. Они опасны. Ладно, попробуем. Рулька сырая, давай. Рулька, хирулька. Этого-то точно мы убьем. Тихо. Ай, блин, попал все равно. Главное их просто со стороны обходить, и ни один бой проблем не составит. Синий хвост. Так, рыцарский меч. Он лучше. Так-то. Он лучше сабли. Ну давай его и возьмем, да? Чуть-чуть я сабли израсходовал. Рыцарский щит. Ну понятно, что у меня уже места нету. Кстати, он даже лучше, чем меч рыцарский щит. А, вот он, на 5 лучше. Так, у нас вот этот израсходованный. Давай мы новенький возьмем. Старый выбросим просто. Так, обмен, короче говоря, вышел этих. Угу. У нас это святилище замороженное. Блин, а как быть тогда? Как мне его растопить? А, ну подожди, есть взрывные стрелы с огнем. Огненные стрелы на крайняк. Ну я попробую, по крайней мере. Пострелять там в него или еще что-то. Может быть, хоть как-то поможет делу. Пробуем, да? Либо надо вот этих сначала убить. Так, подожди. Давай. Че, лука нет?
Какой-нибудь простенький такой возьмем. Че, куда ушел-то? Дико сюда. Он упал? Вот, с него сразу что-то выпало. Жезл льда. Да нет, спасибо, не нужен. И что, типа, я одной стрелой так мало отогрел? Второй. Ага. Ну, побыстрее чуть тает. Я лучше огненные стрелы потрачу, чем дроны, дроны дороже стоят. Слушай, а меча пламени у меня случайно нету? Да не то. Так. Да, вот, слушай, есть меч пламени. Ну-ка, давай его попробуем. Там мне сдается, я его туплю, да? Подожди. Он разгореться должен. Еще есть идейка. Берем дрова элементарно. Где дрова? Сейчас мы тут костер запалим. Да, где дрова? Серьезно? Я их вроде не продавал. Дрова не могу найти. Вот они. Взять руки. И кремень. Чип. Давай, кладем прямо рядом. Положить. Положить. Все, пусть стоит. Можно было и не стрелять, короче. Ладно. Стрелял чуть-чуть, ничего страшного. Пару стрел с меня не убудет. Перестала таять, что ли? Не могу понять, уменьшается или нет. Плохо видно. Ну, давай еще костер запалим, дров-то полно. Так, взять руки и дрова. Будем с двух сторон топить. О, прям не обязательно, короче, греть его до посинения, и так сойдет. Я, по-моему, один кремень, да, вылил? Ну, лишний. Выкинул. Окей. Дальше. Что у нас тут? Чем удивят у нас разработчики? Тут бывают очень интересные загадки, бывают очень нудные. Особенно с гироскопом связанные. Потому что нам мышкой управлять гироскопом такое себе. Тающий лед называется. Угу. Давай для начала мы все обойдем, посмотрим вообще, что можно сделать. Возведи предо мной столб ледяной, и будет свободен твой путь. Ну, это загадка на Крионис.
который сделать нельзя. Возможно, этот кубик надо расплавить. Пока не знаю. Его взять вообще можно? Да. Подожди. Посмотримся. Так, вот эти штуки у нас магнитные. А нет, слушай. Если что, вот это вот можно зафиксировать, тоже нет. Но дальше мне, скорее всего, будет не пройти, потому что мешают вот эти штуки. Давай посмотрим, что с той стороны можно сделать. А тут вообще огонь. Чтобы решить головоломку, нужно понять сначала, как она работает. Так, финальная точка у нас вот здесь. Тут у нас два пламени столба, да? Угу. Сейчас посмотрим еще, как кубик льда действует. В целом. И тут у нас, да, еще. Короче, нет воды и куча пламени. Финал вон там. Пройти надо только отсюда. Ладно. Тут у нас тоже, да, никак. Хорошо. Сейчас, подожди, еще здесь загляну. Да, все. Давай посмотрим, как у нас действует кубик льда вообще в целом. Интересно, почему он именно тут находился. Давай, бросаем его. Он катается, но... Жди. Угу. Пинать я его не могу никак. Ну да, вот так попробуем его проволочь. Угу, он стал меньше. Очень интересно. Так. Ага. Этот куб, наверное, вряд ли, да, расплавится? Ну да. Давай попробуем. Он не нагревается. Стой. Я так понял, если этот кубик у меня расплавится, то появится новый. Иди и так. Не, ну металлический куб явно неспроста. Ну, да он для чего-то нужен. Вот так, допустим, сделать. Только мы его поточнее, да, развернем. Все. Для чего тогда кубик льда нужен? Ладно, сундук взял. Меч Мороза. Может, он пригодится, этот меч Мороза?
Сейчас попробуем им этим мечом мороза пламя ударить. Посмотрим, что будет вообще. Ой, близко подошел. Блин. Я здоровье теряю просто так. Нет, на это никак не влияет. Да, выбрасываем. Меч прикольный, но не сейчас. Так, кубик. От себя его. Выше. И еще от себя. Все. Здесь слезть. Так, а нам получается пламя дует-то сверху. Да? Да. Вот здесь мы этим кубиком можем закрыть. Все, не дует. Что со льдом тогда как быть? Угу. Я здесь не перебегу просто. Мне перепрыгнуть не получится эту лаву. Линк не так далеко прыгает. Чик, топим этот куб здесь тогда. Ну, даже поближе надо бы поставить. Блин, он маленький. Мне надо кубик больше. Получается, надо большой куб протащить через по всему вот этому вот, по всей вот этой дороге. И потом быстро пробежать, поставив на него металлический, что ли. А, нет, подожди, у тебя ж пламя дует. Вот, все, я понял. Я понял, как это работает. Так, сначала металлический куб мы ставим вот сюда. Чтобы у нас шарик, точнее тот кубик, не разлетелся. Так, от всех трех он может закрыть? Видимо, нет, да? Ну, вот здесь этот кубик положим. Немножко, наверное, придется передвинуть этот куб большой. Ау. Совсем забыл про эту штуку. Так, окей. Берем. В принципе, это все понятно. Главное вот это правильно сделать. Так. Ну, примерно вот здесь мы его кладем. Этот мы перетаскиваем вот сюда. Все. Тащим кубик дальше. В общем, смысл в этой загадке в том, что надо просто до конца дотащить куб в целости. Так, и поближе его. Вот так.
Кладем. Так. Все, к себе, тихо, тихо. Все, получилось. Теперь этот вытаскиваем. Перебор. Ровнее ставим. Ну что это? Все. Тут спокойно проносим кубик. Я думаю, что величины клуба хватит, чтобы мне туда пройти. Надеюсь, там ни кнопочек, ничего такого нету, просто она откроется. Надеюсь. Ладно. Серьезно, почему нет? Подожди. Я был уверен просто, что нам этого товарища вполне хватит, чтобы пройти туда. Ну, можно это и так сделать. И чего? А что надо-то тогда, я не понимаю. Стой. Даже кубик положить некуда. Как тогда эта загадка вообще работает? Ничего не понимаю. Просто может быть... Блин, я забыл, что они про куб написали. Так, давай, ладно. Давай еще один куб. Наверное, то, что ли я его поджег, он стал меньше. Поэтому меня не пускают, да? Наверное. Так, цепись этим. Просто давай попробую пройти просто с кубом. Ну, допустим, он маленький. Может быть, сам кубик просто достаточно донести. Да. А я думал, его в целом надо допереть. Странно. Ну ладно. Разобрался и хорошо. Странная немного загадка, раз уж так.
немного непоследовательная. В плане том, то, что либо должна быть задача полностью целый куб протащить. Тогда бы я, тогда вопросов бы не было. Либо просто пробежать именно, не используя металлический куб в последнее вот это вот пламя. Но тут как-то странно. Ну, ладно. Сделано и сделано. Так, мы сюда сейчас еще вернемся. Мы сейчас качнем. Причем вот здесь. Мы качнем сейчас 2 пункта. Стамину и ХП. Посмотрим на наличие фей возле от этого. Не фей, точнее, но мотыльков, короче, которые воскрешают. Вот. И потом вернемся обратно. Кстати, тут интересный совет был только что. Если в воду бросить еду, то возле нее соберутся рыбы. Таким образом, кстати, их можно будет ловить. О, тихо, одна точно есть. 2. 2 феи. Походу больше 4. А нет, все 4 тут. Я не знаю, с какой периодичностью они тут появляются. Но я как-то их пару дней пытался поймать. Их не было. Сейчас они обратно появились. Вот эти штуки хорошие, вот эти феи. Они тебя поднимают с полным ХП. Так, ну все. Сколько их можно таскать с собой? Есть какое-то ограниченное количество, не? 6 штук. До этого у меня было по 4. Вот, они с 5 сердцами они тебя поднимают. Причем действуют они автоматически, так что хорошо. Так, у этой дамочки можно что-то обкачать? Угу. Здорово. Хорошо. Так, у нее вот это можно броню. Пока за неимением другой, давай качаем, что. Мне еще нужно 3 сердца моблина, которые как раз только в снегах тусуются. И тогда я еще штаны смогу вкачать, а пока только хватает вот на броню, на нагрудник и шлем, короче. Давай еще. Те вещи, которые там от мороза, от скорости лазания, я думаю, что качать пока не надо. Они пока по дефолту будут вполне нормально. Да, давай шлем. То есть это у нас будет чисто танковая такая броня, если с кем-то биться, надел ее и все, и трава не расти. Так, еще нам какие ингредиенты-то нужны? Глаз куса, не вопрос, они быстро. Вот сердце моблина надо, да? Все, я понял, какие ингредиенты. Их не купить. Их только можно заработать, убивая мобов. Моблины у нас тусуются в снегах. А эти кусы, они постоянно летают, где попал. С них то глаза фармятся, то то крылья. Их можно много убивать сразу. Плодовитые товарищи. Как же тут яблочков-то не взять? Понял? И вот тут еще яблоки были. Тут стандартный респаун яблоко, кстати.
яблоков. Яблок. Так, давай, качаем. Да, сфера духа, капсула сердца. Ок, давай. Ну и заодно стамины себе. Ну, следующее будет сердце, кстати, еще потом. Хорошо. Сколько? 4, 8, 10. Капсула энергии. Так. Можно это не смотреть? Ирил Гаоси. Всем привет. Отличного стрима. Здорово, Серега. Спасибо. Как настроение? Все, кстати, у меня полный завершенный круг второй. Все, можно назад возвращаться. Дальше в горы пойдем. Вот туда следующая точка. Ну, блин, далеко идти, кстати. И тут получается выгоднее вот так будет пройти. И потом отсюда завернуть и вот пройти сюда. Чтобы на самую высоту горы не лезть. Поэтому на зеленую сейчас идем. Хоть это дольше, но будет удобнее просто. Приходит жара в столицу. Ирил Гаоси. Все нормально. Успел сгонять в офис и обратно. Приходит жара в столицу. Она сейчас где-то держится 12-13. В конце недели вроде обещали что-то где-то плюс 17. Но это будет один день, и потом сразу плюс 6, и все. Короче, погода отстой становится. Так, кто это? Здрасте. Главное, чтобы он не треснул меня. Тоже потихоньку нам погода налаживается, потихоньку приходит лето. Всех дел. Это происходит очень медленно. Ничего. Доберется и до нас погодка. Я сегодня ночь на работу. Что-то не очень хочется туда идти. Я бы в Зельду поломал. Хоть 2 стрима подряд. Так, давай вытаскиваем какой-то сундучок. Ну, да выдергивайте. О, чпык. Где он? Чуть сундуком не накрыло. Попал. Я думал, там что-нибудь козырное. Давай еще вот эти ящики схерачим. Вот так. Ок. И все разлетелось нахрен по горам. Там немножко бабок, я смотрю, было. Так, 5 тут. 1 монетка целая. Охренеть. Вон еще одна. И там еще. Короче, у нас в железных ящиках тусовалось немножко бабла. Мара за цвет. Тут вообще, кстати, лишнего лута нету. Он так или иначе когда-нибудь тебе пригодится. Стрелы? Да, отлично. Вот, по идее, из 2 ящиков немножко бабла упало и стрел 5 или 10 штук, что-то такое. Почему бы и халява. А так они в магазе стоят тоже денег. И иногда собираешь лут, даже вроде который с виду он тебе особо не нужен, но он потом может пригодиться для прокачки, для какого-нибудь блюда, который просит NPC. Ты за это тоже можешь какой-то квест получить и так далее. То есть лишних вещей вот так вот просто, блять, падла. Лишние вещи просто так отдавать вообще не стоит. Выкидывать, продавать. Все это дело пригодится.
Что? Ай, ветер! Стоять! Стоять! Я глаз осьминога успел подобрать хотя бы. Ну, щупальца там хрен знает, но глаз осьминоса. Для чего-нибудь это тоже пригодится. Редкая температура, кстати, упала. Ветер подул и все. Походу ночь, да, наступает. Сейчас, по-моему, мы вот здесь получим сердце Моблина. Тут наверняка народ тусуется. Сейчас мы размотаем этот лагерь. За него что-нибудь дадут. Ну, вот таких вот, считай, 3 сердца собрать, и можно будет еще штаны вкачать. Надеюсь, тут не очень много зимних биомов прям. Так, стой. Я вижу, что сундук. Здесь нет, никто не атакует. Но они меня, в принципе, пока не спалили, так что можно тут злорадствовать. Серебряная, ну, соточку дали. Хорошо. Там еще сундук. Все, меня спалили. Все нормально. Вот они, кусы. Ах ты, гнида помойная. Ни хрена он долбанул, пока одни меня замораживали. Второй вхерачил мне в жопу стрелу. Чё б такого-то съесть? Какое-то все сильно лечащее. Слушай, а давай так, да? Рыбу сожру, плюс еще 4 сердца. Так, ладно, лут потом. Все сломалось. Слушай, они же зимние, да? Блять, кто меня морозит? Вот этот урод? Гнида. Да, плохо, что их подувает. А где я? Так, хиляемся еще чем-нибудь. Грибы, давай, похер. Так, и вот эта штука у нас, ну, такое себе. Печеный кокос, арбуз, если все такое можно, в принципе, жрать. Ну, давай вот что-нибудь попроще. Блять, все на 6 плюс, 8 плюс. Нет, давай что-нибудь простое вообще. Вот такой. Чик-чик. Так, -1. Так, показушно пнул мою бомбу. Так, окей. Кстати, по-моему, я уже 2 сердца Моблина выбил. Ну, в смысле, их только надо подойти и забрать. Так, давай, наверное, что? Федорик Дис, да? Нет, я лучше с него что-нибудь приготовлю. Яблоки. Затаримся вот таким. Их много и постоянно собираются. Блять, еще один. Он даже вставать не хочет, он походу заглючил. Все? У нас кончились мобы? Я сомневаюсь. Серьезно, они кончились? Стрела 5, отлично. Как я того синего убил, я так что-то и не понял. Он как-то один раз треснул, он в полете умер.
Что-то я так и не понял, короче, как насколько эффективно на них влияет эти какого. Берем. Луков не хватает. Кстати, вот, да, лучше. Насколько повлиял этот меч с огнем на него? Не знаю. Я сейчас выкину. Вот какой-то симпатичный прям. Рыцарский меч берем. Сердце, вот, сердце. Ледяная стрела. Кстати, давненько не попадались ледяные стрелы. Но я в зимнем биоме-то особо, в принципе, не тусил. Рыцарский лук. Сколько он, кстати, у нас? Не то, 26. Выброшу я этот красивый лук. Он красив, но неэффективен. Печаль. Кстати, у меня сейчас ровно хватает на то, чтобы штаны вкачать. Но я делать этого пока не буду, потому что потом далеко сюда идти. Так, где-то тут я еще видел сундук. Вот тут. Сейчас мы сначала до зеленого этого дойдем отметки. Откроем там святилище. Я потом перемещусь. И на голову не падает. По идее, в принципе, по траектории полета он должен тебе в череп угодить. Фиолетовая рупия. Хорошо. Короче, я одну фею потерял, немного еды. Готовить приходится, ну, как бы один раз встал возле казана и начинаешь готовить много-много продуктов. Ну, жратву себе, хилов, короче, делаешь. Ну, а делаешь ты это, в принципе, не часто. Один раз приготовил, как следует, и все. Так. Мы пойдем в обход. Во-первых, можно 2 валуна на них скинуть, чтобы с ними не драться. Это раз. Там еще полно бочек. И наверху, по-моему, есть какая-то пещера. Очень подозрительная. Только не погода. Самое натуральное. Так, давай. Вот, по-моему, пещера где-то там. Плохо видно. Ладно, давай сначала шайку-лейку эту завалим. Чик. О, как. Как вам такое? И второй. Ну да. Раз. Не очень-то. Я думал, будет поэффективнее. Ага. Вниз мне вообще смысла нет идти. Вот он какой-то проход, пещера, что-то такое, но нужно туда, к камням. К камням надо валить. Которые по правой стороне, вот туда наверх подниматься. Я думаю так, ну сходим сюда еще. Посмотрим, что за проход, тоже подозрительный какой-то. Слушай, нет, это не отметка. До отметки еще далеко. Я не знаю, что это такое. Если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Давай, проход пробьем. О, здрасте, Настя. Ну, тут только... Стой, не тот... Ай. А что ты не попадаешь? Бля, три стрелы просто просрал. Да не дергайся, ты мужик. Первый.
Второй. Третий. Тихо. Главное тайминг попасть. И в него, блин. Он дергается постоянно. Что-то как-то сегодня не очень у меня целится. Попал. Не попал. На дистанции эту падлу надо держать. Оп. Ну, в принципе, с него валится много камней, которые можно хорошенько потом продать. Эти товарищи важны. Чик. Ах ты. Да ё-моё. Сука, ты задолбал. Блять. Столько стрел просрал просто. Ну, он дергается. Ай, жутко бесит. Средний. Плохо. Много стрел. Сундук. Пока не забыл. Драгоценности сейчас мы потом втарим. Обязательно втарим. Поменяем как раз на те же самые стрелы, которые я израсходовал. Ну, с него такое себе нападло. Инвентарь, топаз. Самая тема, когда с него с таких вот големов валится алмаз один, падает. Это прям топчик. Сколько я на него? 30 стрел, наверное, да, потратил? Как на полноценного этого испытания силы, когда на страж попадается на 1,5 косаря. Так. У нас змей, короче, да, тут летает. Ядовитый он, походу. Здорово. Там, скорее всего, святилище заснеженное. Тоже. Так, как? Все? Ты подох? Сидел он, значит, грелся возле костра. А я налетел его и убил. Давай что-нибудь сожрем. Печальная вышла история. Вообще в идеале держать надо и простые, и сложные блюда, потому что иногда просто достаточно немножко отхилиться. Ну, желуди давай сожрем. Бесполезные вообще. Грибы. Ну, давай грибы. Все достаточно. Это святилище или нет? Нет, слушай. Вряд ли.
за глыба тогда такая? Почему именно возле нее эти черти тусуются? Надеюсь, я не затупливаю меч. Блять, нет, я затупливаю меч. Как меч металлический, я не знаю, тем более с бафом на огонь может у тебя тупиться, потому что ты бьешь лед. Ну вот как вообще? Вот, мы сейчас с ним... Мы сейчас с него палочку, кажется, получим. Огненную. Вот этот жезл. И с помощью этого... Тихо, иди сюда. С помощью этого жезла мы делов тут потворим сейчас. Я хочу растопить наверху вот эту глыбу, посмотреть, что она дает. Жезл огня. Только надо сначала вот этого, да, товарища будет завалить. Но для него только этот, как его... С одной стрелы их можно убить, если у тебя этот, как его... огненная стрела. Тихо. Рубин, по-моему, что-то 250 стоит. Так, у меня стрелы огненные. Все. Не попал. Это как-то сегодня не очень хорошо целиться получается. Да ёлка мать. Где он? Завалил? Да, завалил. Так, жезл огня, ну и чё? Все, 3 удара, что ли? Нет. Подождем, пусть разберется. Это максималка, да? Но зато хоть не надо стрелы тратить. Я не знаю, вот он у меня также изнашивается или нет. Да, он изнашивается. Что тут за оружие такое, а? Ага. Я понимаю, кого я растапливаю хотя бы. Ага. Там у нас моблин тусовался. Давай возьмем просто на защиту чисто. Неэффективный этот жезл огня. А там, я понимаю, тоже, да, какой-то мужик заморожен. Сколько идти-то еще? Ну, блин, еще далековато. Рога, копыта, зубы, все продадим потом. Лук. Давай мы вот этот лук выкинем. Я не знаю, если учитывать тот квест, который с пацаном, что просит показать ему разные виды оружия. Если этот квест выполнить, я просто стараюсь разные виды оружия таскать, вдруг он что-то иначе попросит, иное. Так, тут гоблин, да, наверное, тоже. Я не знаю, каждый вот топить каждый кусок, по-моему, не резон. И этого товарища мы тоже, кажется, обойдем.
Если бы тут оружие не снашивалось, тогда можно было бы всех убивать. А так надо еще учитывать вот эти нюансы. Типа вот этого я убью, а вот этого я не убью. За этого я то-то получу, а за этого точно ничего не дадут. Ну что оружие изнашивается. Если бы оно не изнашивалось, можно было бы без проблем, по-моему, валить вообще всех просто, без разбора. Ну это одна, наверное, из важных механик в игре. Эй. За сундук аж улетел. Ну, я чисто на сундуках уже, наверное, 300-500, наверное, собрал. 1000. Ну, уже стрел можно взять. Так что вернуться надо будет в деревню. Стрел купить. Так, 2 сундука, да? А чё ты не хватаешь? А, подстава. Сейчас мы его поймаем. Надо подставно ничего. А куда он сейчас вообще? Ну, очень странно, но ладно. На-ка. Их можно было проверять, да, прям? Если магнитится, то... Хотя некоторые, не смотри, торчат они сильно, а сундуки с сокровищами торчат глубже, запиханы. Огненная стрела-то пойдет. Святилище по прямой. Может быть наверху. Ладно. Угу. Не магнитный. Кстати, чем я в него стреляю? Огненными. Надо заканчивать огненные стрелы тратить. Они как бы тоже не резиновые. Угу. Ну вот, и лук сломал. Давай, выходи по одному. Ну, вами не отрезнули, давай что-нибудь сожрем. Вот прям такое. Так, желуди, яблоки и фрукты, да, какие-то. Надо запомнить рецепт. Я же взял-то оружие. Так, а это у нас двуручник. Хорош. С двуручником щиты не работают. Но бьет хорошо. Давай, ближе. По-моему, адекватно к нему можно подойти, только когда он тебя стреляет. Ну или бьет вот так. Вот. А теперь догоняем. Нет. Он слишком быстро встает.
Давай-ка меч какой-нибудь побыстрее, да? Страж меч, да. Хоть пошустрее можно размотать им. Рыцарская алебарда ни о чем. Рок. Ну, яс. Там еще один. Он просто не нападает. Я его типа не вижу. Двуручники это, блин, хорошо, конечно, но такое как бы... С быстрыми врагами неудобно. Да, возьмем завара. Так, это точно никуда не выйдет. Без текстурки, как тебе? Прям как в Dark Souls. А у него выхода нет. Он будет просто огребать. Тройной завар. Да давай возьмем, наверное, да? Я двуручник, наверное, на заваранг поменяю. С него еще что-то выпало. Да, на 35. А, у меня какие щиты? 35 и 40, да? Слушай, а по-моему щит солнца дольше держится. Не знаю. 35 и 40, а он? А он такой же, короче. Так, что мы поменяем-то? А, точно. Во. Эта штука точно бесполезна. Жезл. Клеймор. Да нормально. Клеймор 38, да? У меня так 2. Ладно, не будем менять. Практически бесполезно я сюда сбегал. Если святилище не вот здесь в низинке, то оно, значит, на самом верху. Так. По-моему, вон там вот единственная гора, которая можно подобраться нормально. Может, с лука его захерачить вообще. Да пойдет. Скоро готовить будем. Да, блядь, ты заебал, ну сколько раз там можно, он ваншотит тебя просто. Ну давай, коль такая пьянка. Давай, иди сюда. Слушай, я не успеваю двуручниками их мочить. Это какая-то несерьезная херня. Два таких мощных хила на одного моба потратить, что-то как-то не то вообще.
Надо как-то уклонение юзать, а я что-то так и не разобрался, как нормально им пользоваться. Ну, слушай, она даже не спрятана никак. Значит, будет сложно проходить. Я понял, что здесь у нас святилище. Кема Касаса. Касаса. Давай. Испытание силы 3. Ну, это гадалки не ходи. Лучший лук ставим. Вот такой. Стрелы взрывные. Да и все, в принципе. Ну, можно поставить еще вот такую вот вещь. Ну, его чисто со стрел надо завалять. Ну а что, долго бегать-то будем? Идиот. Так понимаю, дистанцию, да, пытается сократить. Не попал. И главное под себя стрелами не шмалять. Все будет нормально. Вот эти товарищи ровно 30 стрел примерно занимают. Примерно. Чуть-чуть на опережение, главное попасть в нее. Блин. Давай, и моя любимая. Вообще у них глупая атака. Эх. Слушай, а меньше чем 30 стрел. Что-то где-то с десяток занимает. Хотя, наверное, это лук такой. Да, от лука же тоже зависит. Все. Все. От лука тоже много чего зависит. Так, давай вот это поставим. Да, блин, ну зачем? Взрывные стрелы лучше лишний раз не тратить. Потому что, ну, блин, они дорого стоят и полезны. С них можно много народу ушатать. Страж копье. Давай-ка мы, наверное... Так, а что с него вообще выпало? Вал, это понятно. Щит, да, получается. Страж щит хороший, кстати. Он прям это, башенный какой-то. Вот этот выкинем. Страж щит, а насколько он? 42. Ну. Страж секира. Она прикольная. Мы вот это дело выбрасываем. Даже нет. Я двуручник лишний выкину. Какой у нас послабее? 38, 28. Ну давай вот этот. На 28. Выглядит красиво, так же, как этот и лук. Как он там? Геруда, да? Щит солнца. Золотой клеймор. Но они, может быть, дольше изнашиваются, допустим. Но, тем не менее, неудобно с ними драться. Быстрых врагов не поймать. Ты пока замахиваешься, он прыг-прыг от тебя ускакал. Все не поймаешь его. Так, ну, в принципе, что? Надо отсюда портоваться. Сначала к фее. Прокачивать металлические такие штаны свои.
Потом надо идти покупать стрелы взрывные. Есть два места, где можно взрывных стрел купить. Правда, денег немного. Сейчас только все деньги убирать. Так. Ну, следующая точка вот сюда. Потом открываем новую территорию большую. Так, что я хотел-то? Сначала давай к фее сходим. Как раз набрал там сир. Надо будет еще, конечно, естественно, надо будет качнуть еще целый круг стамины. Вообще по максимуму. Открывать буду святилища, насколько буду находить их. Пока вроде ни одного не пропустил. Сверяясь с картой. Жалко, феи не всегда респаунятся. Печально. Да. Так. Блин. Нужно куса глаза, я совсем забыл. Ладно. С этим потом. Их надо же еще где-то найти, чтобы они на тебя ночью напали. Есть, конечно, точные места их расположения. Ну, как-то бегать за этими мышами летучими неохота. Все равно сейчас, в ближайшее время, как бы эта броня точно не понадобится. Потому что вот я сейчас по каким локациям я бегаю, там в основном минусовая температура. Здорово, мужик. А чё, стрел нету? Ну, ты даешь. Все давай. 250. Так, ну тогда пошли к птицам в деревню. Да? Пошли в деревню к птицам, там тоже продаются. С миру по нитке сейчас наберем себе утраченные стрелы. Я, получается, очень много потратил стрел на этого голема каменного. Ну и 15 на который сейчас бегал. Как он? Страж. С големом очень много промазал. Отсюда вот расход большой. Так. Где у нас магазин-то? Шмотки. Вот тут. Ниже. Тихо, ну куда ж ты, блин? Ну, теперь я точно не пропущу магазин. Ну, мне не хватит на стрелы на все, которые продаются там. То же самое говорит. Хватит не на все стрелы, поэтому придется что-то продавать. Но я тут набрал топазиков, всяких фигни. Так. Кровавая луна наступает, кстати. Ну и ладно. У кого стрелы продаются? Я забыл.
Угу, тут дети. Дети спят. Да, я понял, кровавая луна, хорошо. Снова наступила кроволуния. Все появились снова на своих местах. Линк, будь осторожен. Так, это детский сад. Дальше пошли. У кого-то из них стрелы продаются. Щит. Ну, тут чисто готовка, да? Деревянный черпак. Это оружие? Да, представляю, как им можно эффективно орудовать. Магазины хорошо, что они круглосуточно работают. Нету стрел. Странно. Тут лук. Ну, тут дальше следующий командир деревни и все. У него ничего нету. Где стрелы-то взрывные все? Ну, пойдем в летную школу сходим, я не знаю, может быть там продаются стрелы. Либо они еще не зареспавнились, я не знаю. Можно просто посидеть возле костра, время помотать. Стрелы появятся. Так. Ну, проверим просто в летной школе, если есть что-то. Там тоже, по-моему, что-то со стрелами было связано. Так, мужик, стрелами не барыжишь? Ласточкин лук, понятно. Стрелы нужны. Да, ни мужика, ни стрел, только казан один. Печально. Ну ладно. Что-то как-то я бесполезно пробегал. Пошли туда. Стрелы появятся, обязательно появятся, но только через какое время — это вопрос. Ладно, пока мы ресурсы просто собираем, чтобы было на что эти стрелы покупать. Так. Получается, обойдя вот эту гору, вот так, чик, доберется. Чик, и все. Рыцарский лук. Какой у нас лишний? А, никакого лишнего. Мы еще и возьмем. Что-то как-то борзо бегаю, конечно, с этой. Двуручек много. Чересчур у меня. Надо бы подразбавить обычными вещами.
Пару ящиков уже на стрелы хватит. Там кто-то стоит. Гоблины там тусуются. Ну и здесь кто-нибудь торчит стопудово. Сейчас же кровосися всех дел. О! Как раз вы мне и нужны, товарищ. Ну, плюс один глаз. Ну-ка, а с этих глаз выпадет? Да, вот еще один глаз. Ну, теперь на штаны точно хватит. Как лучших этих фильмов Тарантино. На меня желе нападает. То есть, по-моему, такое желе тоже для какой-то прокачки надо. Безобидные практически ребята. А что так мало с них? Что-то мало с них всего поупадало. Обычно даже по маленькому треснешь, и там уже там штук 5-6 выпадет чего. Не будем оружие тупить лишний раз. Но вот эту штуку, наверное, я повыше поднимусь, может быть, там какие-то камни есть. Инвентарь. Соль вообще пока не пригодилась, просто ни разу. Она, кстати, в магазинах дешевая. Бесполезняк, короче. Какой дракон красивый. Я вот не знаю, заражен он чем, нет? Ну, в смысле, его надо, типа, освобождать. Ладно, посмотрим. Это в меня долетит. А нет. Он электрический прям. Странно. Это соль. Времени тоже штука бесполезная, только оружие тупишь. Так, это я только начал гору туда огибать, короче. Я понял. Дракон где-то рядом. В общем, когда он где-то рядом находится, музыка играет тут такая. С японскими мотивами. Да, потом у нас, получается, биомы будут с вулканами. В общем, все стихии посмотрим. Лед, вода, пламя. Тут никого нет. Я думал, какой-то проход есть. Интайм. Самый дорогой, по-моему, ну, пока что. Из часто рубин. Из часто встречающих это фосфорит. Вот там что-то за одну единицу 80 он стоит.
можно выгодно продать. Так, а тут придется уже ползти, да? На, давай наверх. Грибочки собираем. Так. Обходим. Прям по максимуму надо по флангу обойти. Будет нападать? Че, он волка как-то даже не хватает, как цель? Ладно. О, слушай, это ж получается то самое это, как он. То, на что чувак говорил, посмотри, говорит, типа. Тут надо электричеством, что ли, долбануть? Молнии какие-то. По сути, разработчиками, я так понял, что предусматривалось, что типа вот ты будешь по вот этим вот, да, вот так вот медленно забираться по самым этим, по ступенькам там и так далее. Я обошел с другой стороны. Ну ничего. Давай попробуем проползти. Я сохранюсь. Стрелой, может быть, действительно. Блин, стрел немного. О, да. Не помню даже, где эти стрелы нашел. Где-то на земле валялись, по-моему, или в сундуке каком-то. И получается, квест решен. Музыкальная живопись. Надеюсь, будут потом побольше таких стрел в продаже. Они вроде как забавные и могут пригодиться. Давайте переход. Сейчас я подойду скоро. И будем проходить вот это святилище.
погнали дальше. Смотрите. Ну. Еще 3 святилища, и можно будет качнуться. Дарки Хаюк. Халявное, короче, халявное святилище. Алмаз. Отлично, у меня второй уже. Они дорого стоят. Прям вообще халявные, халявные. Отлично. Все, ровно 50 открыл святилищ. Их, по-моему, 200, если я не ошибаюсь, по всей игре. Так, ну все, по идее, на этой территории все. Больше святилищ нету. И она как бы исследована. Ну, короков, если только поискать. Но это случайно то, что попадается. Так. Примерно надо сюда портануться. И отсюда искать. Я помню, что тут святилище я открыл случайно, пока сюда шел. Надо искать башню, она примерно вот в этом районе. Давай мы эту башню откроем, вот примерно здесь переместимся. Будем здесь ее искать, отсюда. Будет большая локация с разными этими горами, там куча этих. Там святилищ, наверное, штук 10 только. У нас сначала башня. Так. Ну вот она. А вон святилище. Так, ну давай тогда так сделаем. Короче говоря, мы пойдем сначала в святилище. Потом от него будем подниматься уже на самый верх. Да. Ну тут прям я смотрю биом какой-то пустынный вообще. Ладно, полетели. Насколько стамины хватит, долечу. Проигнорим мы этот лагерь. А температура, кстати, позволяет переодеться уже в более прочные вещи. Кстати, если Линку жарко, он тоже теряет здоровье, как и при наличии мороза. Нормально. Надеюсь, это не испытание силы. Дзино. Так, давай тогда переодеваемся сразу же. Надеть. Надеть. Ну, это тоже надеть. Давай мы его осмотрим. А глаза куса я подобрал, кстати. Да, 3 штуки.
Тогда портуемся. Портуемся мы на прокачку. Просто пока помню, лучше этим заняться. Заодно, может, и феи, кстати, появились. Ну, в принципе, вряд ли. Они редко появляются. Да, они респаунятся что-то примерно, не знаю, раз в неделю где-то. Ну, по игровому времени имею. Так, ну да, Катера, туда-сюда, здравствуйте. Хорошо, давай. Как раз. Качаем. Доставочки. Все. Можно, конечно, вот эти вещи качнуть, но особо не надо пока. Пускай ресурсы будут у меня. Я не думаю, что мне пока нужно будет лезть по горе и получать урон. Так что... Все. Рома Рих, привет, спасибо за подписку. Все, мы, короче говоря, возвращаемся вот сюда. Будем проходить святилище. После святилища надо будет на самый верх подниматься. Там башня. Что-то я не посмотрел, какая температура теперь после того, как я поменял одежду. Покой и движение. Напоминаю, что у нас половина загадки содержится в названии. Так, стазисом, явно стазисом. Стой. Ну, оттолкнуть просто шарик этот. Попал? Попал. Но это еще не все. Это только первая дверь. Так, а давай-ка подождем, пока они не уедут. Ну, мне кажется, еще двое появится. Если да, тогда нужно вот этих сначала двоих убить. Да. Двоих убиваем, тогда с мощного лука. Я вместе с шариком, да, его выкинул? Нет, слушай. Так. Быстрей. Я думаю, этого хватит. Ах ты падла, а. Вот урод, а.
Он выбежал, просто чтобы этот шарик не упал туда, он его придержал как-то, я не знаю. Угу. Вот уроды, а. Давай еще раз. Так, а на этого стой. Быстрей. Ну нормально, я попал в тайминг, короче. Все. Не, главное дело сделано, не обязательно их валить прям всех. Все, пускай они все равно респаунятся. Так, а тут что делать? Мячик надо сюда, да, подвести. А он магнитный вообще? Нет, он не магнитный. Его можно просто взять. Угу. Надо дождаться большой камень и прямо за ним. Не совсем понимаю, что от меня хотят пока. Не то. Ну, бросать надо его. А потом как-то взять. Не попал. Надо ближе подходить. И сам подох. Так, подожди, ну вот закину я туда его, и что? Его же надо как-то потом забрать оттуда. Да, он не залезает обратно. Пока непонятно. Угу. Надо, получается, средний лазер заморозить стазисом, а через 2 перебежать, пока у тебя летит большой камень. Все понятно, ждем большого камня. Ну, реально, ну что ты его уронил-то? Вот мудила. Где камень? И притянул. Взял его, уронил. Еще и сел. Давай. Прям стоим вот на этом рубеже. Стой. Стой.
Все. Теперь сюда. Камень положить. Так, я хотя бы тут оказался. Быстрее. Все получилось. Немножко, конечно, не идеально вышло, но тем не менее. Так, и еще тут сундук один катится иногда. Давай мы попробуем его на магнит поймать. Если он металлический, то его можно к себе притянуть и достать. На краешек встать. Я думаю, расстояние достаточное, чтобы его поймать. Захват. Оп, иди-ка сюда. Да, он металлический, все нормально. Опал. Ягодица. Все полезно. Все, загадки кончились. Не очень сложно, единственное, вот в тайминг попасть с этими ящиками надо было. Ну и угарно то, что, блин, шарик один катится, каракатица подбежала, его спихнула и все, типа, иди в жопу. Так нечестно. Угу. А как восстанавливать? Вихрь реваль. Позволяет этот вихрь взлететь максимально вверх и потом планировать практически с нулевого. Ну, с пола. Знать бы, как восстанавливать эту реваль и силу. Его за босса дали. Так. Святилище у нас на горе, да, на самой? Да, можно и так попасть, кстати. Как-то вот там оказавшись. Ну, вам что-то не хочется туда идти. Мне кажется, что мне стамины хватит и так залезть. Дай попробую. Прям не торопясь, по чуть-чуть. Я думаю, что я залезу. Да, хватит. Стамина достаточно, чтобы добраться. Так, туда у нас еще корок, да, тусуется. Так, а где кубик тогда от него? Че у меня такой за лук прикольный? С 3 стрелами сразу. А, понятно, я вспомнил. 3 стрелы по 28 урона он выпускает. Но я все равно его оставлю по берегу, короче говоря. Крыло грозового укуса. Пригодится. Так. И вторую башку. Все. Все. Вот эти ребята несложные вообще. Их с них зато много всего падает. Где-то тут должен быть металлический кубик, который надо поставить. Ай-яй-яй.
Ну что ж ты, блин, все порастерял. Понятно. Их только со стрел надо мочить. Да. Тихо. Нормально. А что такое, крылья с них сыпятся, что ли? Где ж кубик-то? Какой-то из них должен быть металлический кубик, чтобы картину вот здесь завершить. А, он наверху. Тихо сюда. Прям надо в пиксель попасть. О, почти. Вот так. В себе. Ну, как-то так, да, по-моему? Нет. Тоже нет. А, надо вниз его поставить. Запихивайся. Все. Вот с короками вообще элементарные задачи. Правда, самих короков я не видел. Ладно, потом найду и как следует уже качнусь. По полной программе. Так, ладно, полезли выше. Я думал, я тут передохну немножко. Ну ладно, мне стамины все равно хватит. Но, по-моему, надо идти вот туда. В идеале. Давай тут, наверное, передохнем. Все. Чего полезного нету? Я вот что думаю, давай, наверное, шмотки для этого лазания все-таки испытаем. А то мне их дали. Надеть. Сейчас посмотрим, насколько он быстро будет ползти вверх. Чуть быстрее. Я не сказал, что прям кардинально, прям сильно. Но неплохо. Пригодятся. Лишних вещей тут нет. К тому же их дают не так часто. Ага, ни хрена как она высоко. Когда я вот там наверху стоял, это смотрелось как-то более быстро. Так. Не попал. Да что ж такое? Может, поближе? О. Сейчас еще и стрелы пособираем. А где промазанная стрела-то? О, да. Ее ветер катает. Ай, блин, я не знаю, получится ли у меня передохнуть. Вот здесь. Прыг, прыг, прыг. Передышка. Давай. Я думаю, стамины хватит подняться. Но причем надо будет еще выше подниматься. Прямо до самого максимального верха. Скорее всего. Только в сторону сейчас уйдем. Чтобы четко под башню подниматься.
В принципе, до нее можно добраться и так. Вот там есть какие-то ступеньки, лестница, что-то такое. Да, наверное, вот так и сделаем. Потому что мне на такую высоту просто не забраться будет. Больно высокие горы. Да, тут ландшафт, конечно, замечательный просто. Но появились новые деревья. Таких я еще не видел. Толстенькие какие-то баобабы. Сейчас будем искать, как попасть вот на эту вот деревянную площадку. Есть что-нибудь на деревьях? Я думал, там что-нибудь интересное. Ну, костюм верхолаза я пока снимать не буду. Он пригодится. Так, вот она. Вот она идет. Давай это еще больше обойдем. Вот, да. Прям оазис какой-то. Подозрительный. Вон страж дохлый. Второй. Перчик. Перчик пригодится. Чуть я не собрал. Ну и серьезно, кремень. Ну хоть янтаря взять. Самое, по-моему, по мне так лично, сейчас самая бесполезная находка — это соль. Так, а как тут забрать? Ага. Вот оно, начало получается. Давай, залезай чуть. Смелее. У них тут прям лагерь какой-то. Я попробую его обойти. Хотя... Вот так надо было сюда попадать. Что там такое? Я думаю, что это какая-то деревня. Ну, в нее надо будет идти потом по квесту. Так или иначе, исследовать территорию в поисках святилищ, ты все равно будешь там находиться. Слушай, а я и так поднимусь, не обязательно прям по деревянной дощечке-то идти. Что за музычка? Угу. Так, а этих тогда вот так вот. Все, протрясло его. Отлично. Слушай, тех тогда можно было также завалить. Там прям массово можно будет их бахнуть. Ну ладно, там все равно ничего интересного в ящике нет. Сейчас пока только башня интересует. Подозрительный камень, может тут корок есть? Нет? А нет, тут и никого. Цветочек соберем. Рычалка. Угу, это болото, да, какое-то?
котором очень легко подохнуть. Сейчас на журке попробую. В болоте минус, я смотрю. Глубоко. Мы сейчас из этих металлических ящиков построим себе типа плотину какую-то. А эти ящики, которые есть, разобьем. Так, подожди. Надо с ближайшей точки ставить. Хотя, тут ящиков хватит. Почти до конца утонул. Глубоко. Вообще скрылся. Замечательно. Блин, и что делать? Ну-ка, давай прямо на его место положу. Может, хоть один на другой станет. Ну, уже лучше. А я могу сам-то на них залезать? Да. Все в порядке. Так, а третий, значит, еще дальше. Ну, примерно так. Ну, со свистом, да, он идет со свистом. Три ящика туда надо будет положить. Главное не бросать меня, где я ставил. Тут примерно. Ай, тонет. Ух, тут ящиков-то полно, кстати. Только я не каждый взять могу. Да хрен его знает. Как попало. Если бы он на ребро не лег, он бы встал нормально. И все, да, я просто до них не дотягиваюсь. Так, поровнее бы надо их поставить. Вот что я думаю. Ну-ка, иди сюда. Сейчас он тут утонет. По идее, он должен встать на ребро нормально. Ну, такое. Ну, давай. Есть. Как короче, с этих ящиков понаставил. Но успел, по крайней мере. Бля, башня-то не маленькая еще. Ладно, башня пустыни нашлась. Ну да, это пустынный биом, короче. До этого зимой бегали, сейчас пустыня. Да можно даже прыжками. Чик. Давай посидим. Тут будет, значит, босс, я так полагаю, что босс будет какой-то слон, может быть, черепаха, там, я не помню, как-то 4 животных, которых надо обязательно завалить. Кстати, на башне холодно, наверху.
Почти минусовая. На, вон слон. И мы будем на нем что-то делать. То есть сначала мы откроем башню. Потом придем в деревню. В этой деревне мне дадут задание замочить вот этого слона. Таких животных будет 4. Одну птицу я уже замочил, теперь слон. Надо будет туда попасть, на слона. Видно тут плохо, конечно, но вот она деревня. Ее видно отсюда. Ну и святилищ куча разных. Где они прячутся, я не знаю. Ладно, тогда пока сначала в деревню. Ну тут я смотрю, что гор не так уж и много. Тут как-то половину на середину, половина ландшафта пустыни, а половина гор. Ну, там у нас короки, да? Да, короки. Это первым делом, наверное, мы туда и ломанем. Ладно, поехали. Ну, сейчас пойдем в деревню. Через Короков. Наберем там квестов, короче, надо будет основной квест решить. Основной квест — избавить деревню от нашествия вот этого вот пироногого, ну, якобы слона. Это сюжетное дело. Потом, после того, как освободишь уже деревню, можно будет мелкие там квесты порешать. И открывать уже этот... открывать святилище. Огромная территория просто. Это один, по-моему, из самых больших мест. Самая большая локация, по-моему, в игре. Ничего. Исследуем. Нет ничего невозможного. Так. В какую сторону? Где у нас короки эти? Вот они. А потом оттуда прямой наводкой, да? Перепрыгнуть, короче говоря. Залезть на вот эту скалу. И оттуда прямой наводкой полететь просто вниз. Блин, я не знаю, если тут есть, конечно, святилища, может, какие. Какие-то мужики стоят. Так, что надо? Вот сюда, да, примерно? Отлично. Блин, ну столько короков, я не знаю, 16-17 штук я нашел, а что-то как, где они? Чтобы качать ячейки-то свои. Блин, и сюда бы не мешало, слушай. А там у нас конюшня, да? Нет, я не знаю, что это такое. Череп, походу. Ну ладно, туда вот, в деревню, это определенно. К мужикам, что ли, этим спуститься? Там как-то странно все. И конь этот пылит вообще. Не видно ничего. Не рассмотреть территорию, он носится там внутри. Так, святилищ что-то никаких нету. Визуально я не вижу. Вот там что-то. Вон тут какое-то здание. Ладно, со зданием потом. Тоже очень любопытно, что это такое.
Но мы не знаем, что это такое. Давай, короче, к мужикам тогда, наверное, слетаем. Посмотрим, что они дают. Блин, святилище. Да полетели к святилищу. Святилище так-то важнее, прям чем. Мужика можно по дороге зайти. Получается, отсюда прям выйти, добежать он и внутрь спуститься. Так, мне стамины не хватает. Надо приземляться. А для чего тогда вот эти мостики нужны? Ладно. Да, я знаю, что святилище поблизости. Ну так. Скоростной спуск. Оп. А вон она, конюшня. Тихо. Все. Такое ощущение, что у них тут полисадник, я не знаю. Так, давай мы сломаем, короче говоря. Оп. Подлетел на хлебник. Сейчас мы, короче говоря, в святилище отходим, потом вниз в конюшню. Там квестов наберем. Ну как наберем, там, наверное, 1 или 2 квеста, не больше. Потом к мужикам с мечами и в деревню основную. По идее так. Как раз в конюшне я лошадь возьму себе, чтобы быстрее перемещаться. Электричество. А есть у меня один сюртук как раз на электричество. Штанишки мы такие оденем, да и мечные. Вот шапку такую. Она металлическая. Окей. Но это же не все. То есть как-то странно. Один шарик поставил, да? Ну такого не бывает. Один шарик поставил и все сработало. Будут мучить. Будут мучить загадкой. Так, иди-ка сюда. О, как прикольно, когда не дохнул с одного удара. Все, что ли? Один винт с него выпал. Да, не густо. Мячик на веревке. Стреляем на веревку. Мячик берем. Стой. Стрелу тоже можно подобрать. Я думаю, что эта штука конвейер запустит. Так, подожди. Угу. Оттуда можно подняться. Если ты упал. И все, что ли? А что-то как-то несложно. Или я рано радуюсь? Просто до этого мне встречалась электрическая тоже
помещение, ну, святилище точнее, было куда сложнее. Стой. Чуть попроще, давай. Тридцатник, да? Я дурочку хочу тут сломать. Страж меч куда лучше будет, чем двуручка. Потому что есть защита. Так, кубики. Просто их надо в ряд поставить. А этот подальше, да? Стой. Вот так. А этот поближе. Типа электричество не достает. Все. Ну, не сложно. Вот как-то, ну, серьезно, не сложно. Встречались куда сложнее эти святилища. Просто 3 шарика надо было двинуть чуть-чуть. О, можно сердце качнуть. Так, и, наверное, портануться надо. Попробовать стрелы купить. Давай так и сделаем. У нас же внизу конюшня, правильно? Да, конюшня. Там будет парочку заданий. Так, так, сообразить надо. Давай попробуем стрелы купить. Потому что без резных стрел вообще никуда. Обычные особо не дамажат, остальных немного. Огненные стрелы явно не для всех подходят. Тем более, если идет дождь, то все. В принципе, когда идет дождь, и взрывные не работают. Зареспаунились, товарищи. Это не одну. Передумал я. Так, это значит 30 стрел я могу купить, да? Но это стоит 1050 рублей. Сначала мы продаем. Все, что набрал, я... эти. Опалы. Кремния. 10 можно запросто слить вообще. Даже 15. Ну ладно. Кстати, мне уже хватает на стрел. Давай Нет, слушай. Рога, вот, наверное, копыта, да, вот этот можно посливать. Давай янтаря, да? 7 штук. Ну, давай 10 продай. 300 рублей. Да, хорошо. Рогов. Да, все давай. Я не помню, сколько стоит. Вон там еще все взрывные купить. Все, беру. Так, там, наверное, 350, да, надо будет. Нет, нормально. Еще 95 остается. Все. Сколько у меня их? 56. А надо, чтобы хотя бы 100 была. Перемещаемся тогда к птицам. Сейчас будем у них смотреть. Может быть, у них взрывные стрелы продаются.
Вот у них же был магаз со стрелами. В обычном магазине можно купить или нет? Так, это вообще ночнуха у них. Я точно помню, что я у них стрелы покупал взрывные. Капсулу сердца давай. Чпок. Все хорошо, я понял. Так, ну давай выше. У вас стрелы же продаются. Да, вот. Взрывная. Кстати, по-моему, дешевле. Продаем тогда что-нибудь. Ну давай сольем 15. Недорого, ну ладно. Так, рубин. Да все давай, чё. Так, ну и этих, да, на 4 просто. Ну, 5. Неважно. Все, теперь должно на взрывные стрелы хватить. Все, беру. Все 5. Слушай, тут дешевле брать стрелы. Я, правда, не знаю, как часто они тут будут появляться. Сколько? Да и то. Причем обычных стрел тут нету. Так, все, портуемся. Портуемся туда, где у нас Геруда вот это. Я не знаю, короче. Сейчас к деревне, там коня можно позвать, потом к мужикам, потом в основной деревне. Я вот туда продавался. Точно, тут воды не помню. Ну, тут хотя бы местность такая, позволяющая на коне побольше перемещаться, что сэкономит хорошо время. Конечно, ущелье. Так, давай с Кассом поговорим. Он часто, ну точнее все время, когда я его встречал, он давал загадки на святилище, которые где-то спрятаны и так далее. Надо по его песне определить, где его найти. Здравствуй, раз встречи, как поживаешь? Надеюсь, у тебя все хорошо. Кстати, этот Касс сказал то, что когда про меня все загадки выполнишь, что будет какой-то основной квест, ну, более объемный, что ли. Далеко-то забрался, я умею летать, но даже мне было нелегко попасть сюда. Знаешь, мой учитель был придворным поэтом в замке Хайрул. 100 лет назад, когда случилось великое бедствие, он был вынужден бежать из замка. В отличие от моих странствий, его путь был очень сложен, опасность подстерегала его на каждом шагу. Извини, что-то я заболтался, вернусь к своим песням. Хочешь послушать ту песню, что я знал у своего учителя? Я с удовольствием спою ее.
Хайрул, королевство великое с древних времен, было мучимо тем, кто на злость обречен. Ганон, тьмы король, горе над народом несущий. Вновь и вновь он приходит. Раз за разом спасает Хайрул две души, не жалея себя, их союз нерушим. Это про Зельду и Линка. То принцесса, в которой богини есть кровь и исполненный храбростью истинный герой. Истый герой. Не в рифму все равно. Легендарные битвы между злом и добром и по нынешний день живы в сердце любом. Об одной из тех битв я сегодня спою. 100 столетий назад был наш мир на краю. Лад и счастье в Хайруле в то время царили. Шиика мудрые свету блага лишь дарили. Ну и чё? Но Ганон был должен вернуться опять, и на сей раз решили отпоры ему дать. Было создано много машин боевых, они зло на корню истребили бы вмиг. Опять не в рифму. Исполинские звери, их было 4, и под именем чудища знали все в мире. Вот с этим будем биться. А машины поменьше, бойцы страха не знавшие, бесконечные стражи, бесперечь воевавшие. Ну вот эти опасные чуваки. Дабы чудищ сражения со злом повести, были избраны воины благочестивые. Вот. А так готовы к пришествию Ганона были и герои, и принцессы, и все те машины. Слушай, а там и когда зла раздался ужаснейший рык, ни один из бойцов головой не поник. Злоба Ганона лилась на землю рекой, бивни острые, ненависть, взор роковой. Неустанные стражи героев хранили. Ага. Птицу я уже убил. Чудо-чудище Ганона силы лишили. Вот с этим, по-моему, будем биться. Который на жирафа похож. Меч героя звенит. Вот последний удар. И принцесса свергает злодея в Тартар. Или в Тартар. Да, судя по частям света, хоть минута с тех пор, уже сотни столетий победе над бедствием знают и дети. Судя по частям света, да, мы не с этим, не со слоном будем биться, а с верблюдом. Только на верблюда там сверху не было похоже, это скорее было на слона больше похоже. Ладно, не суть. Благодарю за внимание, я могу спеть еще раз. Нет, спасибо. Наслушались. Так, наконец-то вы пришли. Ой, прости, я думал, это моя команда вернулась. Команда? Мои друзья. Мы путешествовали вместе, но у дороги на плато Коукот. На нас напали монстры. Я просто бежал со всех ног, пока не оказался здесь. А когда оглянулся, понял, что я совершенно один. Никого из друзей рядом нет. Но ведь монстры не могли их всех. Я не уверен, что они живы и здоровы, и придут снова сюда с минуты на минуту. Слушай, если ты кого-нибудь из них встретишь, передай, что Сезами ждет их здесь. Моих друзей зовут Олив, Лена, Канова и Пальм. А где это ущелье-то искать? Ну-ка, что продаешь? Ага. Продаю насекомых. Ну, покажи, что есть. Спасибо. Я таких стрекоз уже наловил. Пры-пры. Пры-пры. Рад тебя видеть, иметь дело. Древняя стрела изготовлена по древней технологии, такая мощная, что даже одно попадание наносит непоправимый урон, крайне эффективно против стражи.
Говорят, лучше всего целиться им точно в глаз. Мне ее Робби дал. Если хочешь его найти, иди на север от владений Зора, пока не увидишь Акальский институт. Робби делает там разные необычные снаряжения, оружие и прочие штуки. Настоящий бежунный ученый. Страшно? Не то слово. Но если нужно хорошее снаряжение, все-таки придется к нему сходить. Итак, хочешь купить или можешь? Давай. Ясно. Так, подожди-ка, есть одна идея. Задание. Так, ну это импы задание. Фотографии на память. Тоже импа. Блин, а где же этот... где же задание-то, которое у нас мужик этот давал? Там в институте, рядом с девкой мелкой, там мужик тусуется. Не его ли это стрела, которую мне только что дали? О, пиканга. Ну-ка давай рассказывай. Привет, на встрече. Я уже несколько не был. Ищешь какой-то особый? Да, ищу. Сейчас он должен показать место, где он. Угу. Рынок Кара-Кара. В оазисе, недалеко от города Геруда. Иди на юго-запад и придешь прямо на рынок. Так, значит, ну это понятно. Я по порядку, кстати, иду. Только, возможно, в обратно. Не факт. Короче, мне нужно, получается, что? Найти каких-то чуваков. Карта. Знать бы как... Стой. Жемчужная, пески, ущелье воина. Очковые скалы. Западный Геруда. Вот, южный оазис. Или западный. Да ладно, не суть. Шпатная лощина. Блин, а где же они потерялись-то? Вот платок Коукот. Они вот здесь где-то потерялись, получается. Стой. Платок Коукот, ущелье Геруда. Я не знаю, стоит ли сюда залезть вообще. Допустим. Ну-ка еще раз. Точно это плато? Да, плато Коукот. Легендарный меч, ну-ка. Ты что, не слышал про легендарный меч, который покоится в Харульской пуще? Какое попало оружие легендарным не назовут, значит меч действительно хороший. Вот благодаря ему стал героем, разбивающим морды монстров. Хотя, может быть, это просто легенда. В общем, если встретишь кого-нибудь из моих друзей, передай, пожалуйста, что Сезами ждет их здесь. Олив, Лена, Канона, Палем. Если я запомнил. Конечно, как их зовут.
Давай сходим на плато, это посмотрим, что там есть. Потом можно двинуть в город. И по дороге, скорее всего, какой-то из этих оазисов, ну, с водой, короче говоря, там пальмы будут и все такое. Какой-то из них будет с воспоминанием места. Возможно, вот здесь. Стой, дневник. Не то. Я забыл уже. Так, стой, пока мы далеко от мужика не отошли. Сейчас он пусть напомнит. Угу. Север, юг, куда там? Я забыл. Это рынок Кара-Кара. Юго-запад. Юго-запад от этого. От города. Север-юг. Запад. Юго-запад. Она может либо здесь быть, либо здесь. Нет, это черепа. Может быть здесь. Или здесь. Скорее всего, вот здесь. Судя по воде. Сходим мы туда. Хотя это не очень-то юго-запад города. Потому что западный вот это вот здесь считается. Не знаю, непонятно. Я даже, пожалуй, удалю эту метку. Потому что в пустыне Геруда как раз у нас и ходит тот самый этот, как его, злодей, босс и так далее. Ну, не знаю, по дороге в город, а там уже посмотрим, в какую сторону идти. Давай сначала на плато поищем пропавших без вещи. Этих товарищей у нас, которые заблудились где-то. Четыре человека надо найти. Вряд ли они прямо где-то на этом, как его, по дороге попадутся. Они, возможно, на скалах где-то сидят, еще что-то. Но не так просто их будет найти. Надо было, наверное, коня взять. Вот. Ближе. Часто вот такие сундуки стали попадаться. Что-то высоковато, по-моему, нет? А, нет, еще далеко до плато. Блин, точняк надо было лошадь брать, ну ладно. Сейчас на плато посмотрю просто их, если это никого, тогда лошадь, наверное, возьму. Подозрительные какие-то камушки.
Почему он тут? Вообще не шелохнулись. Так. Надо им тогда ускорение бахнуть. Не знаю, зачем я этим занимаюсь. И чё? Тут кто-то пройти не может или что? Маленький камень мешает, да? Ну, что ты, ужасно. Давай, тащи эту херню. Ладно, пройти можно и хорошо. Я думаю, этот завал сделали просто из-за ложи. Чтоб ты, короче, ехал на лошади и такой застрял, так, опа, чё ж творить-то? Давай разгребать завал. Но, думай, бест, как говорится, я лошадь вообще не взял, теперь в тупую бегу тут такой даль. Что за фонарик? Ну, я как раз на этом плато и давай подниматься. Если еще не бегал по таким штучкам. Опа. -1. Ну черт, так далеко-то упал. Блин, давайте мы соберем. Лут-то тоже пригодится, ее продавать можно. Всяко лучше зубы какие-нибудь продать, чем опал там, я не знаю. Потому что, мне кажется, драгоценные камни потом пригодятся для прокачки более лучшей какой-нибудь одежды или оружия. Да, стой ты. Вот падла. Они спихивают с этих. Узкие проходы. О, ну давай-ка мы тут с тобой сразимся. Все. И сердце. Один, по-моему, упал. Рейсер сверху. Хрена их тут. Так, ну это гоблин. О, один заложник. Иди-ка сюда. Бац. Он сам подойдет сейчас.
Так, чтобы он меня не столкнул, давай-ка мы его первым замочим. Тихо. Главное не упасть. Короче, надо вот этих вот альпинистов искать где-то тут, да? Анола, первая. Угу. Удирал, пятки сверкали, он даже не глянулся, бросил меня на съедение монстров. Я никогда этого не прощу. Где он? В конюшне ущелья, но я ему и строю. Ну, понятно то, что мужик засал и свалил. Это очевидно. Так, там, кажется, да, кто-то. Получше рассмотреть. Да, еще один. Я думаю, это последний будет. Не угадал. Ну, они неплохо отлетают, кстати. 2 удара, да и все. Чик-чик. Полтосик. Раз, два. Ну и ладно, что с них лута нету. Ничего страшного. Так, вот у нас второй заложник. 2 сразу, ништяк. Ты так хорошо сражался, что это за стиль, я такого не видел. Ах да, меня зовут Олив зовут. Меня Олив зовут, и я вообще-то тоже неплохо мечом владею. Мы путешествовали с друзьями, монстры застали нас врасплох. Их было много, я подумал, что связываться с ними в бой опасно. Даже не знаю, что со мной было бы, если бы не ты. Слава богине. Окей, до свидания. Сезами ждет меня. Как же я рад, что он в порядке. Я обязательно пойду к нему в конюшню ущелье. Хорошо. Это второй. Третий там, да? Скорее всего. Тихо, мужики, вы что творите-то? Бах. Давай, наверное, еще один, да, двуручник уработаем. Уж больно неплохо он себя показал. Так, а тут у нас, блин, хотелось бы, конечно, взять. Там у нас какие-то драгоценности. Или на самый верх пойти? Ладно, давай на самый верх. Не, ну прикольно, они быстро отлетают с 2 ударов, все. Хоть не ваншотят ребята эти. О. Нет, я с него не смогу. Не смогу я с него взять. Еще 2 заложников осталось. Один я точно знаю. Он на самом верху вот тут. А другой, наверное, просто дальше. Ах ты, падла, он скинул ящик. Блин, очень печально. Спасибо за помощь, приятель. Давно я в такой переплет не попадала. Ох, завтра бы все болеть будет. Чертовы свинорылы.
Сизами. Так он все это время беспокойно отсиживался в конюшне. Даже пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь. Ох, я ему все выскажу. И всыплю хорошенько. И ящик потерял. И его не достать. А где ж четвертый тогда? Либо он вон там. Либо справа. Пойдем вниз сначала сходим. Все-таки, мне кажется, он где-то с правой стороны. Эти все четверо должны быть все-таки, мне кажется, да, на одной как-то этой. Рядом с друг другом. Ах ты, сучара. Тихо, без паники. Забираемся. Мне повезло то, что он мне так не сильно скинул. Где он? Он сам упал. Что-то опасненько с ними биться сейчас. Страхуемся. В глаз его, как белку. Ну, как безопасненько получилось. Да, вот они четвертого кошмарят. Бац. Вообще можно к ним не подходить. Сейчас чуть получше, чем в начале стрима получается стрелять по этим зверям. Да ладно, ты не ссы, сейчас все обошлось. Че? Полым. А, я жив. Где монстр? Ты с ними разобрался? Вот это да, потрясающе. Ты даже отважнее, чем Сизами. Сизами в конюшне, и он не пошел меня спасать. Потому что боится для него никудышный, у него даже нет оружия. Но ведь он говорил мне, что владеет древними приемами боя, так значит он врал. Придется с ним серьезно поговорить. Как хотите. Как усики. Так. Назад надо идти. Или наверх. Смотреть, что там за... Давай уж до города, наверное, доберемся. Я портанулся в конюшню не могу, да? Вот сюда могу. Да, вернемся в конюшню, посмотрим. Может быть, квест как-то изменился. Кстати, пока день на улице, там еще, по-моему, один мужик был с квестом.
Так, это продаван. Попугай, вот, все. Всю банду нашел. Я тебя ждал. Ты спас моих друзей, я думал, что больше никогда не увижу, благодаря тебе они вернулись. Друзья говорят, сражаться сложно, но ты уложил монстров одной левой. Когда друзья вернулись, я не смог сдержать чувств. Спасибо тебе, спасибо большое. Прими от нас, пожалуйста, вот, это бери. 300. Это, конечно, пустяк, но все мы скинулись, у путешественников денег мало. Хорошо. Понятно. Все, до свидания. Все. Ну, они тут будут облизывать меня, типа, спасибо, чувак, ты помог. Блин, а где же тут дед-то сидел? О. Что надо? Юноша, у тебя случайно нет прутковиков? Есть, кстати. Видишь ли, я очень-очень устал. Устал передвигаться с обычной скоростью. Когда мне было 5 лет, я впервые нашел прутковик. С тех пор я их ел каждый день. И поэтому за всю жизнь не проиграл ни единого забега. Теперь я на 55 лет старше и без прутковиков с трудом передвигаю ноги. И даже если поем их, я все равно слишком стар, чтобы карабкаться за ними на скалы. Ну, ясно. За 55 прутковиков я дам тебе алмаз. Это того стоит. — 55 штук, ну ты, мужик, даешь, конечно. По-моему, это фиолетовые такие грибы. Хрена, у меня их 9 штук. Да, ну тебя. Как-нибудь, может быть, если нас собирают, то да. А так, за один алмаз, который стоит 500. Если бы они у меня случайно были. Чё? Покажи, давай. Чё, блин? Так, нет, я не спать хочу. Мне нужна лошадь. Добираться будем сейчас сначала до деревни. Взять лошадь. Кстати, ее еще если погладить, то что-то там прибавится. Платва. Давай. Ну, хоть лошадей звать не платно. Так, ну все, направление-то верно. Я думаю, что все-таки оазис, там это рынок Каракара, как там уже говорил. Все-таки он по дороге. По дороге, где я. Говоришь? Подожди, а как выбраться? Кто такая? Калиса. Сапкаса, ты чё? Ты, наверное, ищешь легендарную охотницу за сокровищами Калису? Это я. Если я заметила сокровище, то уже не упущу его. Все-таки 20 лет опыта. И что? Странный разговор. А ты спуститься не хочешь? Блин, зашибись. Дают конюшню, дают лошадь, но нельзя тут никак не сойти с ней. Лошадь не пролазит. Что это такое? Морозный арбуз. Давай арбузов нахапай.
Блин, что делать? Я пешком не хочу идти. Да, эта штука со вспоминаниями по прямой. Блин, а объезд вообще облом. Ну, валит собираться. Баба там охотится на них. Ну, теперь можно уже меч использовать. Ну, что ты его не убила-то? Все. Трофеи мои, пошла в жопу, женщина. Ну что, у нас диалог-то получится конструктивно? Саба-саба. С тобой секретом, говорит, поделиться. Говорят, что где-то в пустыне зарыто несметное богатство. Прикольно. Поздравляю их. Да, ну слушай, облом вообще. Выход из города из-за вот... Ну как? Нахрен тогда эта конюшня нужна была? Отстой. Это я удачно камушек поднял. Ладно, давай тогда глянем воспоминания. Дойдем до города пешком. До свидания, ребят. Так, подожди. Каких-то хорошо тряхануло. Ну как? Нет, нехорошо. А, блин, я мерзну. Давай штанцы зимние оденем. О, как раз. Где оружие? Ладно, все в него сломал. Давай копьем. Обычно они ничего не могут сделать. Тихо. Догоняю. Кстати, новый моб электрический. Щит Геруда. Ну, мне не надо. Сабля Геруда. Пригодится. У нас таких еще обезьян электрических не попадалось. Так, тут у нас сундук, да? А давай мы так сделаем. Прямо из-под носа у них выведем сундучок. Не, они запаниковали. Ну давай, подеремся. Так, и сабелька их. Так. У меня заканчивается жизнь. Очень сожрем. Надо что-то такое не очень внятное. Давай вот так. Скрытность себе подниму. Чуть-чуть.
Я у них потом саблю, кстати, отожму, вроде бы прикольнее. Ну, блин, он смотрит на одного. Я думаю, ударить по-другому. Иди сюда. Блять, меч короткий, как у Аладдина. А чё? Давай, с него ничего не упало. Тушня какая-то. Хоть желехи набрать. И тут еще, по-моему, что-то валяется. Стой. Оп. Тоже ничего. Ну, вы даете. Спасибо, Клейм. Тоже бесполезняк. Я не знаю, были бы ячейки. Но я вот этих товарищей-то не встречал больше. Уроков с прокачкой. Стой, ладно, сейчас сундук. Он же не подставной? Нет. Чпак. Респект. Что могу сказать? Да, это верблюд. Это не этот как его. А сверху он казался сшит слон. Это верблюд. Понял, принял. Чтобы этого верблюда завалить, надо цепочку квестов решить, которые будут давать только в деревне. Кто-то же должен будет помочь мне на этого верблюда залезть. Там еще в самом верблюде надо будет загадок порешать. Это уже ладно, это ж потом на следующем стриме будем делать. Пока до деревни хватит время дойти. Ну и там, наверное, святилище посмотреть. Не знаю, успею его, нет, открыть. Так, у нас где-то тут воспоминание должно быть. Ладно. Рынок Кара-Кара. Давай. И тут мы с Зельдой тоже были. Останется 6 мест найти. Как раз на все территории оставшиеся. Не открытые. Когда я полностью эту карту осмотрю, тогда уже вот эта вот часть, участок карты сделаю. Тогда останется пол игры. Хулиганы какие. Сейчас их Линк всех размотает. Чпок. Это все воспоминания. Он меня спас, короче. От хулиганов. Ну окей. Все в порядке. Рынок Кара-Кара. Отсюда до города Геруда рукой подать, но все же советую тебе отдохнуть. Хотя в город тебя все равно не пустят, ты же вой. Кто такой вой? Я ж молчу про чудище, из-за него в пустыне такие бури. В общем, лучше оставайся здесь.
Город Геруда самое крупное поселение в этих краях. Он к юго-западу отсюда, хорошо. У нас очень развита торговля, и жизнь кипит даже по ночам. Но по законам Геруда в город не может войти ни один вой, то есть мужчина. Ага. То есть мне нужно сиськи отрастить, короче, чтобы в город попасть. Либо завалить этого верблюда, да? Ты не знаешь о чудище Вана Борис? Верблюд, короче. Говорят, когда оно защищало народ Геруда, но потом вдруг все изменилось. И ничего с ним не сделаешь. Вокруг него бушует песчаная буря и сверкает молнии. Если оно двинется на город Геруда или этот рынок, всем конец. Поэтому я всегда начеку. Не за что, ведь это моя работа. Спасибо. Днем в пустыне невыносимо жарко, а ночью ужасно холодно. Это не все могут вытерпеть. Поэтому всегда тщательно готовься к любому походу по пустыне. Ну, мне пока комфортно. То есть, температура настолько падает, что мне хватает в теплых штанах бегать и в этой доспехах. На рынке Каракара много девушек Геруда, они такие добрые. Кстати, хочешь купить добрых сверчков? Ой, я имею в виду бодрых сверчков. Ладно, перейдем к торговле. Ну, показывай, что есть. Спасибо, у меня тоже самое. Да я понял. Ладно, побегаем, короче, по NPC, может, какие-то квесты возьмем. Как раз для этого. 112 рупий. Хрена. Окушки жареные, мясо, короче. А, так получается, я уже в деревне, по сути. Да? Что такое? Бенни, я хочу домой. Ну, сюда явно не зайти. Все надоело. Как вот 16 рупий. Но ночь с ними не поговорить. Так, давай мы 10 метку отменим тоже. Переждать днем. Я попробую квесты зацепить. Когда они хотя бы все не спят. Ну-ка, что мужик высматривает? Песчаная буря. Говорят, каждый день она недолго утихает. Что-то мне не верится. Где-то там, в самом сердце бури, спрятано сокровище древней цивилизации. Хочу его найти, но как подумаю о буре, ноги подкашиваются. А может быть, это лишь байки? Когда утихнет буря. Святилище там. Я столько за ней наблюдал, она взяла и стихла. Но дела. Погоди, ты кто? А, я уже выполнил? Я помню, да, что я летел как-то. Ну вот, да, вот это вот. Я летел, по-моему, отсюда, сверху с горы, искал вообще вот эту вот башню. Вот эту башню. Смотрю, святилище по дороге, чё не зайти. Когда приземлялся, просто не видно было ничего. Ну, ничего страшного. Короче, прошел квест, я понял. Привет, а ты кто? Торговец, путешественник, блин. Ладно, понятно, и я, значит, ты тоже здесь застрял. Мы с напарником хотели поторговать в городе Геруда, проделали огромный путь, а оказалось, что в город пускают только женщин. Напарник ушел к городу, ищет способ туда попасть. Но раз не возвращается, значит, пока у меня ничего не вышло. Слушай, а может быть и коня меня не просто так лишили? Салак. Кто ты? Пока. Ты живой? Верно, верно. Симпатичный, но маме, скорее всего, ты не понравишься. Хилый слишком. Меня зовут Герда, я из города Геруда. Как же мне надоел этот наш глупый обычай. Ну, обычай.
Халийцев это, конечно, не касается, но я расскажу. Достигнув определенного возраста, Геруда отправляется на поиски мужа. Куда отправляюсь? Как куда? В путешествие. Мальчики Геруда рождаются крайне редко, поэтому мужа и приходится искать по всему миру. Может, по мне не скажешь, но я хорошо готовлю и шью без ложной скромности. Отлично. Только, похоже, здесь там никому не нужно. Короче, это город невест у них. Прям Иваново. Мужика им надо. Куда же мне пойти? Так, хорошо. Все. Диалог на этом у них исчерпался. Что же делать? Гинемер. Привет. Где-то я тебя уже видел. Может, в деревне Рито? Да, наверное. Я оттуда, деревня Рито. Я там был, да. Правда? Тебя там, наверное, холодно было. Ага. Я хотел подзаработать, проделал огромный путь, чтобы попасть сюда. Но днем здесь невыносимо жарко, ни о какой работе речи идти не может. В город Геруда меня вряд ли пустят, что хоть бы снаружи на него взглянуть, и можно возвращаться домой. Знаешь, есть зелье против жары. Его варят из насекомых с охлаждающими свойствами и органов монстров. Жаль, что его нигде не купишь. Я бы сам сварил, но такие насекомые встречаются лишь на Нагорье Геруда. Там, где похолоднее. Я туда сам не суну, и говорят, монстров много, даже не знаю, что делать. Зелье зноя надо сварить. Кто такой? Я жду, когда начнется песчаная буря. Садись, подождем вместе. Пустыня не часто бывает. Если попадешь в песчаную бурю, точно собьешься с пути. Я хотел пойти вон той огромной башне. Бури нет. Так что путь пока свободен. Стоит ли сходить? И все, да? Надо какие-то жуков, короче, с внутренностями. Возможно, морозную стрекозу, допустим. Надо угадывать. Зелье зной. Давай попробуем приготовить. Потом наверх. Так. Дневник. Так. Рито очень страдает от жары и просит принести ему ледяное зелье. Чтобы сварить это зелье, нужно взять орган монстра. Какой орган? Насекомое с охлаждающим действием. Такие должны водиться в холодных местах. Так, давай для начала сохранить. Чтобы лишние ресурсы просто не потратить. Попробую. Ингредиент для зелий. Так. Какую-нибудь бабочку, да. Давай, допустим, бабочку морозную. Морозная бабочка. Я не знаю, может быть, крыло какое-нибудь. Что у нас из морозных вообще есть еще ингредиентов? Вот щупальца осьминога морозное. Крыло куса морозное. Железное, вот желе, по-моему. Вот еще орган. Отличное зелье. Какое-то можно сварить с него. И все, да? Ладно, давай прям
Вот такой орган монстра. Приготовить. Это то, что надо, интересно. О, неужели? Вот зелье. Спасибо, теперь я могу ходить по пустыне даже днем. Вот возьми за зелье. Все отлично. Возможно, придется приготовить много таких зелий. Это у нас что? О, Степа. Ледяная стрела. Одна? Да вы угораете. По одной стреле подают. За 20-ку. Ага. Да блин, это дорого, идите в жопу. Кажется, что чудище с каждым днем все ближе. Когда же я наконец смогу вернуться в город? По чудищам я имею в виду громадину, которая шатается по пустыне, из него поднялись песчаная буря. Говорят, если подойти к чудищу близко, получишь удар молний. Странно. Почему не ожог, допустим? Я так страшно, что я боюсь идти в город. Город Геруда. Этот город к юго-западу. Если ты не догадался, там живут Геруда. Город большой, есть рынок, бар, жизнь кипит с утра до поздней ночи. Но тебя туда все равно не пустят, потому что ты воль. Ну, видимо, ты мужик, потому что. Прошу прощения. А что нам подает еще? Ну да, если хочешь много стрел, реши квест сначала с этим верблюдом. Я понял. Блин, зачем я те предыдущие стрелы покупал? Ну ладно. Чудище всех туристов распугало. Может, и хоть ты у нас остановишься. Только не удивляйся громкому топоту. Обычная кровать. Но это то же самое почти. Это как версия города, только довольно-таки урезанная. Типа тут можно отдохнуть, ничего не купить, по сути. Но есть типа тема, которая тебе даст какой-то квест. Ладно, пойдем искать, как этого животного завалить. Нам туда, в бурю. А потом в город. Сам город явно не пустит. Пока, наверное, ты не убил этого верблюда. Все? Блин, я не знаю, ну ладно, пойдем к святилищу сходим. Жара, да? Я здоровье теряю. Это не поможет, кстати. Стой, есть вот такая штука. Она не помогает. Отлично, блядь. Да иди ты в жопу, лусь электрический. На-ка тебе в рог прям. Ну, он там что-то потерял. Я он там злится как. Ладно. Бабочек мы еще наберем. Иди-ка сюда, псина.
бессмертный мужик. Да, вот это. Все, наконец-то. Температура, по-моему, падает. Типа день приближается или что? Точнее, ночь. Странно, мне ни одной вещички не дали, чтобы более-менее температуру подобную пережить. Ладно, хрен бы с ним. Ну, температура упала. Я думал, с ним уже не драться. Ладно, хоть трофеев наберем. Тут, блин, 2 ящика целых. Что так много-то? Прям одни ящицы вокруг. Стрела. Да ни о чем. Нужны эти стрелы дизеля. Обычные. Необычные даже. Стоять. Давай от этого выбрасываем. Берем. Я у него инерция. Я думаю, не зря, кстати, у меня даже этот отобрали коня. Не просто так. Для чего-то его забрали. Температурка-то подспала, кстати. Ну, нужны шмотки, по-моему, какие-то определенные, чтобы жару переносить. Все, не буду я с вами биться, достали, вот честно. Сколько можно. Вон там баба какая-то несется. Она говорит, эх, вой моей мечты. Воями они называют мужиков. Ты, говорит, мужчина моей мечты. Может, в наглую попробовать в город зайти? Ну, а вдруг, да? Чем черт не шутит? Приветствую тебя, ко мне дело. Ты шпионишь? Нет, да ты что? Я торговец, я пришел в эту пустыню, второй человек, который потерялся. Я пришел в эту пустыню не один, мой напарник ждет меня на рынке Каракара. Мы с ним проделали огромный путь, но казалось, что мужчину этот город не пускает. И вот поэтому ты шпионишь. Изучай ситуацию, понятно? Думай, что хочешь, главное, у меня есть информация о том, как попасть в город Геруда. Но с удовольствием. Я здесь уже неделю. 100 раз пытался пробраться в город, но стража меня постоянно выкидывала. Я уже потерял всякую надежду. И тут мне рассказали о парне, который знает, как проникнуть в этот неприступный город. Говорят, он всегда приходит со стороны рынка. Вот его-то я здесь и жду. То есть мне надо просто провести какое-то количество времени. Говорят, парень, который знает, как проникнуть в город Геруда, приходит со стороны Каракара. Очень странно. Но я уже не успеваю пройти. Ну,
Ну, в принципе, если еще, как я точку перемещения открыл. 5 стальных глыб. Это будем потом решать. Пока просто я перемещусь, чтобы выйти отсюда. Сохранение, в принципе, прошло. Надо с города босса. Вот. Основное задание в город попасть. Как получилось. Босса, город и вот это вот святилище мы пройдем уже на следующем стриме. Сейчас будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Лайки, комменты.